Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Трамп распорядился построить 10 крупных ядерных реакторов в США. Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов, направленных на ускорение развития атомной энергетики в стране. Борис Леонидович, хотелось бы уточнить, а почему только Трамп решил взяться за ядерную энергетику? Ведь это всем известно, что США самый крупный большой парк атомных реакторов, ведь они должны быть в передовиках, или нет? Ой, ну давайте по порядку. Вот эта порция из 4 указов сразу, которую Трамп подписал в пятницу, это, насколько я могу понять, часть идеи об энергетическом доминировании, которую Трамп высказывал, по-моему, еще зимой, сразу после инаугурации и прочего. Если обратить внимание, то он то же самое говорит о том, что необходимо и угольную генерацию развивать, и какую угодно, кроме зеленой. Зеленую он не любит. Вот здесь мы с ним совпадаем, я его за это просто ценю и уважаю. Он первым вслух заговорил о том, что попытки заниматься декарбонизацией энергетики ни малейшего смысла не имеют, поскольку вклад в карбонизацию, то есть в наращивание выбросов углекислого газа от энергетики минимален. И те деньги, которые тратятся на строительство солнечных ветряных электростанций, лучше направить в то, что намного удобнее. Если говорить о прикладной вещи, для чего ему энергетическое доминирование, собственно говоря, зачем оно ему потребовалось? Напомню, на тот момент, когда большую активность проявлял Илон наш Маск, Трамп сказал очень много слов о необходимости рывка в развитии искусственного интеллекта, все, что связано с искусственным интеллектом, с центрами обработки данных, с большими базами данных и так далее, действительно весьма и весьма энергоемко. Что у Соединенных Штатов получается, несмотря на то, как мы к ним относимся, строительство газовых электростанций идет весьма и весьма активно, и не просто так, не только объем добычи природного газа перевалил за триллион кубометров в год, в общем-то, значительно больше, чем в России, но и потребление внутри подкатывает к 900 миллиардов кубометров в год. Это те самые электростанции газовые, которые строятся как станции замещения на месте угольных. Откуда такое изобилие газа? Та самая сланцевая революция, да, добыча методом гидроразрыва пласта. Главная цель – нефть, но если по дороге обнаруживается газ, то и он тоже идет в дело. Теперь, что касается атомных технологий, то, собственно говоря, он сам признал, что за последние 30 лет в Соединенных Штатах построено 2 новых атомных реактора, на этом достижение закончено. И вот то, что мы увидели в одном из комментариев, Трамп требует к 2030 году 10 новых больших атомных реакторов, честно говоря, в тексте указов я не нашел. То ли это утка, то ли что-то непонятное, то ли какой-то комментарий. Первый указ. Потребности в невероятном количестве энергии для оборонных объектов, а также объектов, ориентированных на искусственный интеллект. Этот указ ускорит процесс одобрения и принятия специализированных ядерных реакторов на таких объектах. Это был первый указ. Второй направлен на реформирование комиссии по ядерному регулированию и упрощению сложных процессов регулирования, которые, по оценкам администрации Трампа, сдерживают развитие ядерной отрасли. Следующий указ касается тестирования ядерных реакторов. Степень чрезмерного регулирования и бездействия правительства в этой области, в частности, привели к сдерживанию разработки новых высокомодернизированных ядерных реакторов, которые могли бы произвести революцию в области ядерной энергетики. И четвертый указ, который подписал Трамп, направлен на возрождение ядерной промышленной базы, стимулирование сотрудничества государства с частным сектором для обеспечения поставок ядерного топлива, а также развития рабочей силы в секторе ядерной энергетики. С одной стороны, достаточно смешно, но с другой стороны, ну, по крайней мере, свои болевые точки он видит. Все, что связано с строительством реакторов, реакторного оборудования, давно убыло. Напомню, что те 2 реактора, которые удалось построить на атомной электростанции Вогли, корпуса реакторов были заказаны в Японии, оттуда доставлены, просто потому, что технологических линий, которые могли бы обеспечить производство, в Соединенных Штатах больше нет. Причина тоже понятна. Если вы ничего не строите, зачем владелец завода будет держать под вас технологическую линию? Аналогично с кадрами. Если не появляются новые проекты реакторов, люди туда не пойдут. Для чего получается образование достаточно серьезное, требующее такой серьезной
учебы, чтобы прийти на старую станцию, которая сколько-то лет проработает, потом будет признана либо экономически неугодной, а такие случаи уже были. Напомню, что на максимуме на территории США работало 108 атомных энергоблоков, сейчас их осталось 97. Они стареют, ничего с этим не сделаешь. Я, к сожалению, не знаю, как выглядят тексты указов, касающихся работы комиссии по ядерному регулированию. Это государственный регулятор, там вот такое название, но основное требование МАГАТЭ, чтобы государственные регулирующие органы не подчинялись правительству, были независимыми. Причина тоже понятна. Заповедь номер 0 в атомной энергетике – это безопасность. Если правительство, исходя из каких-то политических там целей, не знаю, социальных задач решает, что надо начинать строить, это вовсе не повод строить, потому что может обернуться достаточно серьезными проблемами. Напомню, что в истории атомной энергетики было 3 крупных аварии. Первая из них случилась на территории Соединенных Штатов. 3 Майл-Айленд. Там не дошло до расплава ядерного топлива. Ну, собственно говоря, повезло. Могло бы превратиться во что-то весьма и весьма серьезное. И именно с этого момента в Соединенных Штатах настала атомная пауза, из которой они никак не могут выбраться. Новости, политика, энергетика – это все, конечно, замечательно, но мне кажется, мы стали забывать простую истину. Чтобы сделать приятно любимому человеку, не нужен повод. Темп жизни меняется, и вот на своем примере могу сказать, чтобы собрать букет, у меня чаще всего не хватает времени. Когда я выхожу из офиса, все хорошие цветочные уже закрыты, а доверять такой тонкий момент незнакомому флористу достаточно боязно. И в этом плане для меня открытием стал сервис «Русский букет». Мега удобное и продуманное приложение, и даже есть возможность заказать к определенной дате и времени. Я никогда не забуду день, когда сделал приложение. Всегда буду помнить эту дату в мельчайших деталях, подробностях. Каждый год дарю 29 белых роз, как в тот день. А вот с днем свадьбы как-то ошибся на месяц. И теперь уже традиционно дарю букет ровно за месяц до годовщины. И в моем случае такой сервис – это настоящее спасение нервов и спокойствия в семье. Не буду ходить вокруг да около, я очень доволен сервисом «Русский букет». Их выбором цветов, вариантом оплаты, сервисом от себя всем рекомендую. Пользуйтесь и вы по промокоду GeoEnergy, скидка 12% в приложении. Берегите и цените своих любимых. И снова к теме выпуска. Потому что после происшествия и тот самый государственный регулятор США, и МАГАТЭ разработали требования по системам безопасности. И частные компании, о которых говорит вот Дональд Трамп, обнаружили, что если все системы безопасности внедрить, то стоимость строительства растет, сроки окупаемости удлиняются, и вообще это неинтересно. Давайте лучше строить газовые и угольные электростанции, а потом самые модные солнечные и ветряные. Удастся этот тренд сломить? Мне кажется, что нет. Вот это нелепое требование 10 реакторов до 2030 года, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что на день сегодняшний единственный реализованный проект реакторов поколения 3+, АП-1000, компания Westinghouse, которая на рынке реакторостроения просто незаметна. Нет ее больше там. После очередного банкротства в 2016 году ничего нового она строить нигде не начинала. Ни в Соединенных Штатах, ни в какой-либо другой стране. Подписано множество меморандумов о строительстве с ведущими, конечно, странами мира, например, с киевскими властями, с Польской республикой, там не знаем, как все это выглядит, но если говорить о таком более-менее живом примере, да, Болгария признала, что победителем тендера на строительство новых блоков на атомной электростанции Белена стал Westinghouse. Westinghouse сообщил, что мы держатели технологий, мы готовы разработать проект с привязкой к местности, а кто будет строить, где вы найдете деньги, это ваша проблема. Ну, вот такая установка, и сейчас пытаться что-то в лихорадочном темпе строить, здесь нужен такой серьезный стратегический план, что делать с машиностроением, что делать с турбиностроением. Да, турбина у General Electric замечательная, но если говорить о реакторе АП-1000, то турбина требуется мощностью 1100 мегаватт. Способен сейчас General Electric в больших количествах вот такое производить или нет, надо выяснять. Что касается проектов, которые могли бы быть пущены в дело, то в свое время, в нулевые годы,
General Electric предлагал свой проект продвинутых кипящих реакторов, аббревиатура Advanced ABVR, В, Water, R, реактор, Б, кипение, с моим английским лучше не пытаться это выговорить. И действительно, комиссия по ядерному регулированию не пропустила этот проект, поскольку разработчики не смогли убедить, что системы безопасности отвечают требованиям МАГАТЭ. General Electric начала перерабатывать проект в соответствии с требованиями госрегулятора, но в это время приключилась Фукусима, появились новые требования по безопасности, и General Electric просто остыл ко всем этим проектам. Сейчас у них считается продвинутым, готовым к реализации проект малого реактора мощностью 300 мегаватт, разработанный совместно с японской компанией Hitachi. Одобрение от государственного регулятора Канады получено, и если верить достаточно бравурным заявлениям со стороны General Electric, Hitachi в этом году обязательно будет решен вопрос с финансированием, и строительство начнется, но в Канаде, но маленький, но начнется. Будем на это смотреть. Что касается такого звонкого заявления Трампа, действительно прозвучавшее, мы его видели, слышали, к 50-му году в 4 раза увеличить мощность атомной генерации. На день сегодняшний 97 реакторов – это практически 100 гигаватт, то есть требуется построить еще на 300 гигаватт мощности. Я все понимаю про искусственный интеллект, но тут хоть какой-то интеллект надо прикладывать. Для того, чтобы реакторы работали, им нужно топливо ядерное с обогащением по содержанию изотопа уран-235 порядка 5%. На каких-то чуть больше, на каких-то чуть меньше, но обычная такая стандартная величина 5%. Для этого требуется иметь обогатительные мощности или разделительные мощности. Работа газовых центрифуг – это разделение двух изотопов, уран-238 отдельно, уран-235 отдельно. То есть правильнее, наверное, называть разделительные мощности. У разделительных мощностей есть единица измерения, которая так называется единица разделительной работы. Удобно тем, что не зависит от того, за счет какой технологии разделение происходит. То есть это, грубо говоря, работа, которая требуется для того, чтобы из 1 килограмма природного урана получить отдельно уран-235 и уран-238. Единственный завод на территории Соединенных Штатов с характерным названием Urenco USA, технологиями владеет европейская компания Urenco, она именно европейская. Акции в равных долях принадлежат правительствам Англии, Голландии и Германии. Технология не передается. Производственная мощность завода Urenco USA 4,5 миллиона, 4,4 миллиона разделительных единиц разделительной работы в год. Годовая потребность имеющегося парка реактора 15 миллионов единиц разделительной работы. Если вы пытаетесь в 4 раза увеличить установленную мощность атомных реакторов, значит, у вас потребность, спрос на разделительную работу тоже увеличится в 4 раза. Сейчас она у вас 15, будет 60. Если говорить о мировом парке производственных мощностей по разделительной работе, на день сегодняшний 61. Из них 27 в России. Еще 9 в Китае. То есть то, что сейчас может работать на Соединенные Штаты, получается что-то около 25 миллионов единиц разделительной работы. До 60, мягко будет сказано, далеко. При этом спрос в Европе и Великобритании на день сегодняшний 12,5 миллионов единиц разделительной работы в год. Не складывается, ребята. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.